Когда взволнованная бабушка взяла на руки своего первого внука, ее охватила радость. Она что-то прошептала своему новорожденному внуку, вызвав улыбки на лицах членов семьи. Но когда причина, стоящая за ее словами, была раскрыта, семья не смогла сдержать слез. Дом Питерсонов, двухэтажный особняк на окраине города, был известен соседям как место смеха. Но сегодня что-то было не так. Причина этого зловещего предчувствия возникла вчера поздно вечером. Дженнифер, будучи на последнем месяце беременности, решила устроить последний детский вечер. Дом был полон смеха и болтовни, украшен декорациями и полон семьи и друзей. Однако в течение вечера Дженнифер почувствовала недомогание. Все началось как обычное мероприятие, с поездки на машине скорой помощи в больницу. В суматохе обращения за медицинской помощью поползли слухи и невнятные объяснения. Миссис Джексон, их соседка, бросилась к Бену и потребовала рассказать, что произошло. Со страхом, написанным на его лице, он пробормотал: «Я не знаю, она веселилась со своими друзьями на вечеринке по случаю рождения ребенка. Я был на кухне за напитками, когда услышал ее крик. Он продолжал прерывисто дышать, а она держалась за живот, и все вокруг кричали. Как только миссис Джексон собралась ответить, парамедики пригласили Бена в машину скорой помощи, и они умчались. Соседи, испуганные и потрясенные, наблюдали, как машина скорой помощи увозила тяжело беременную женщину и ее испуганного мужа. Несмотря на хаос, царивший во время их поспешного прибытия в больницу, роды у Дженнифер прошли гладко. Спустя 14 долгих часов они с Беном наконец-то приветствовали появление на свет своего первенца, Джеральда. В тот момент, когда Джеральд издал свой первый крик, тяжелое уныние, которое целый день висело над домом Питерсонов, как будто внезапно рассеялось. Спустя неделю после того, как Бен и Дженнифер привезли Джеральда домой, они решили, что пришло время познакомить их малыша с остальными членами семьи. Они пригласили всех в гости, желая поделиться своей радостью. Когда родственники заполнили гостиную, все они собрались вокруг детской кроватки, желая хоть мельком увидеть нового члена семьи Питерсон. Комната гудела от восторга, когда они склонились над крошечным свертком, завернутым в мягкие одеяла. Дженнифер стояла рядом, и ее сердце переполняла гордость. Она наблюдала, как все восхищались Джеральдом, как загорались их глаза, когда они по очереди восхищались им. «Он просто идеален», – прошептала одна из ее тетушек, и ее голос был полон теплоты. Но был один человек, который, казалось, не был в восторге от этого нового развития событий. Гостиная была наполнена тихим бормотанием голосов и редким воркованием над новорожденным, но, несмотря на волнение, царившее вокруг малыша Джеральда, всеобщее внимание привлекла глава семьи Сара. Сара, хотя и была хрупкой и отмеченной годами, сохраняла осанку, которую невозможно было не заметить. Ее серебристые волосы обрамляли мудрое лицо. И хотя с возрастом ее тело стало слабее, авторитет, которым она обладала, ничуть не уменьшился. Когда она уселась в свое любимое кресло, все инстинктивно притихли, почувствовав, что этот момент имеет большее значение, чем непринужденная болтовня, которая наполняла комнату несколько мгновений назад. Взгляд Сары переместился на колыбельку, где лежал Джеральд, и, едва заметно кивнув, она подняла руку, давая понять, что хочет подержать внука. Дженнифер, уловив невысказанную просьбу, подошла к колыбельке. Осторожно, как ее учили в больнице, она взяла своего крошечного сына на руки и стала баюкать его с величайшей осторожностью. Казалось, вся комната затаила дыхание, когда она осторожно передала Джеральда его бабушке. Когда Сара взяла ребенка на руки, контраст между ними стал разительным. Джеральд, такой маленький и молодой, полный жизненных сил, и Сара, такая взрослая. От этого зрелища к горлу Дженнифер подкатил комок, а на глаза навернулись слезы. Она быстро заморгала, пытаясь сдержать слезы, но эмоции в тот момент были слишком сильны. С нежностью, которая, казалось, была естественной,
Сара нежно укачивала Джеральда, и в ее глазах светилась теплота, которая растопила ее обычную сдержанность. Легкая улыбка тронула уголки ее губ, когда она прижала его к себе, а затем, как будто, влекомая какой-то невидимой силой, она наклонилась и прошептала что-то на его крошечное ушко. В комнате воцарилась тишина, которая только усиливала интимность момента. Все наблюдали, их любопытство достигло предела, они пытались уловить хоть слово из того, что говорила Сара, но ее голос был слишком тихим. Ее слова предназначались только для Джеральда. Семья смогла уловить лишь несколько слов. «Прекрасный Лукас», «Светлое будущее». Как ни странно, в семье не было Лукаса. Бен усмехнулся. Джеральд был убежден, что его мать просто неправильно назвала сына. Когда она, наконец, отстранилась, Сара выпрямилась. На ее лице была смесь безмятежности и чего-то более глубокого. С чем-то почти печальным, одинокая слезинка скатилась по ее щеке, когда она возвращала Джеральда Дженнифер. Когда ее руки опустились, она глубоко вздохнула, как будто сбросила тяжелый груз. «Малыша зовут Джеральд, мама», — сказал ей Бен. «Что еще ты ему сказала, кроме того, что назвала другим именем?» «Он», но Сара только поджала губы и посмотрела на него с выражением, которое он не смог расшифровать. «То, что я сказала, касается только его и меня. Не лезь не в свое дело». Члены семьи обменялись озадаченными взглядами, каждый задавался вопросом, что Сара прошептала ребенку и почему это вызвало такие эмоции у их обычно сдержанной матери. Тайна все еще витала в воздухе, хотя все они изо всех сил старались не обращать на это внимания и играть с ребенком. Время пролетело быстро, и дни превратились в недели. Семья не могла перестать думать о том, что Сара прошептала малышу Джеральду. Должно быть, это было что-то очень эмоциональное, но зачем ей говорить что-то настолько значимое ребенку, который даже не мог этого вспомнить? Некоторые члены семьи шутили, что, возможно, встреча с Джеральдом наконец открыла обычно закрытое сердце Сары. По мере того, как они продолжали гадать, их любопытство только росло. Они и не подозревали, что вот-вот узнают истинную причину слезливого шепота Сары, и это повергнет их всех в ошеломленное молчание. Всего через 3 недели после того, как Бен и Дженнифер привезли домой своего новорожденного сына, они обрели себя. Когда они возвращались в больницу, их сердца бешено колотились, когда они проходили через двери приемного покоя и шли по коридору в поисках нужной палаты. Бен распахнул дверь и замер. У него перехватило дыхание при виде своей матери, Сары, которая выглядела такой хрупкой и слабой на больничной койке. Она слабо подняла руку, пытаясь дотянуться до него, но затем уронила ее, слишком измученная, чтобы завершить жест. Дженнифер мягко подтолкнула Бена вперед. «Иди к ней», — тихо приказала она. Когда Бен приблизился, Сара, собравшись с силами, прошептала с большим усилием и услышала: «Лукас, проверь чердак». Бен озадаченно нахмурил брови. «Чердак? А кто такой Лукас?» Он спросил. Прежде чем Сара успела что-либо объяснить, в палату быстро вошла медсестра. «Извините, но вам нужно уйти». «Ей нужно отдохнуть», — настаивала медсестра, направляя их к двери. Снаружи их встретил доктор с серьезным выражением лица. «Сара была очень больна и скрывала это от всех вас». Он объяснил, что она не хотела волновать Дженнифер, особенно учитывая, что ребенок на подходе. Его слова были тяжелым ударом. Сара молча боролась со своей болезнью, думая только об их благополучии. «Приготовьтесь к худшему», – торжественно добавил он. У Бена голова шла кругом, но он не мог отделаться от слов матери. «Лукас». «Чердак». Кто такой Лукас? Это был второй раз, когда его мать произнесла это имя. И что же было спрятано на чердаке? Движимый страхом и необходимостью, Бен решил последовать загадочному совету матери. Он поднялся на чердак, где воздух был насыщен пылью и воспоминаниями. Он порылся в старых коробках и сундуках, пока не нашел на самой дальней полке
старинный фотоальбом. Перелистывая страницы, его внимание привлекла фотография младенца, который был удивительно похож на Джеральда. Ошеломленный, Бен перевернул фотографию. На обороте были нацарапаны только дата и имя – Лукас. Сердце Бена бешено колотилось, когда он подсчитывал. Лукас родился на 5 лет раньше него. Кем был этот ребенок, и почему он был так похож на его собственного сына? Его поиски становились все более отчаянными. Дрожащими руками он переходил от одного старого сувенира к другому, пока не наткнулся на старый дневник своего отца. Когда он открыл потертую обложку, оттуда выпал сложенный листок бумаги. Бен развернул его, и от того, что он прочитал дальше, у него по спине побежали мурашки. Страницы пожелтели от времени. Каждая из них была наполнена повседневными мыслями и переживаниями молодого человека прошлых десятилетий. Читая, Бен находил в словах отца отголоски своей собственной жизни. Страхи, волнения и чудеса, связанные с ожиданием нового ребенка. Но радость, запечатленная на первых страницах, вскоре померкла. Как и в случае с Дженнифер, Сару также срочно доставили в больницу с внезапными родами. Ситуация приняла трагический оборот. Ребенок, их первенец Лукас, не выжил. Он родился на вид здоровым, но всего через несколько часов после родов главный врач объявил, что он скончался. Его семья даже не смогла в последний раз подержать его на руках. В дневнике подробно описывалось безмерное горе, которое последовало за этим. Описывалось, как это изменило Сару. Она стала оберегать свои эмоции, стала всегда осторожной, как будто, демонстрируя слишком много счастья, могла навлечь на судьбу угрозу, снова лишить ее радости. Записи заканчивались выражением искреннего горя его отца, горьким свидетельством глубокой утраты. Испытывая острое сочувствие к трудностям, которые пришлось пережить его родителям, Бен собрал свою семью, чтобы поделиться тем, что он узнал. Известие о том, что пережила Сара, сильно задело Дженнифер. У нее были мучительные вопросы, но она знала, что семья больше сосредоточена на ухудшении здоровья главы семьи. Полная решимости найти ответы, она решила сама осмотреть чердак. В ее голове крутилось слишком много мыслей. Она знала, что мысли, которыми она поделится с Беном, сведут его с ума. Тем не менее, она порылась в семейной истории и больничных записях. Хотя Бен несколько раз задавался вопросом, что она ищет, она отказалась сказать хоть слово. Она и сама не была уверена и хотела бы убедиться, прежде чем делать какие-либо смелые заявления. То, что она обнаружила, превзошло все, что она могла себе представить. Все это было связано с тем, что она испытала несколькими месяцами ранее, и что она просто отвергла как бред сумасшедшей женщины с повышенным уровнем гормонов. На 7-м месяце беременности Дженнифер отправилась за покупками, когда внезапно почувствовала головокружение. Откуда ни возьмись, рядом с ней оказался незнакомец, который поддержал ее и подвел к ближайшему креслу. Он быстро принес ей бутылку воды и посидел с ней, убедившись, что с ней все в порядке. «Обязательно расскажите об этом своему врачу», — серьезно убеждал ее мужчина, несмотря на то, что Дженнифер пыталась отмахнуться от инцидента, как от чего-то нового. То, что он настоял на том, чтобы она обратилась за медицинской помощью, в конечном счете спасло жизнь ее сыну. Больше всего Дженнифер поразила не только его доброта, но и то, насколько он был похож на ее мужа. Это было невероятно. Теперь, когда ей нужно было заботиться о новорожденном, Дженнифер понимала, что сама она не сможет проникнуть в эту тайну. Она решила нанять частного детектива, рассказав ему все, что помнила, и о своих растущих подозрениях. Результаты расследования оказались поразительными, больше, чем она когда-либо ожидала. Тем временем, несмотря на опасения своей семьи и советы врача, Сара была непреклонна в своем решении покинуть больницу. «Я жила полноценной жизнью», — настаивала она. «Я не хочу быть привязанной к аппаратам и лекарствам. Я готова присоединиться к твоему отцу».
Дома Дженнифер пыталась переубедить ее, но безуспешно. Сделав глубокий вдох, она приготовилась рассказать Саре о том, что обнаружила. Крепко прижимая к себе Джеральда, она подошла к Саре, которая тихо сидела в своей комнате. Дженнифер передала Джеральда Саре, а затем достала таинственные старые фотографии, найденный дневник Бена и медицинские записи, которые не давали покоя. При виде изображений Лукаса лицо Сары стало призрачно-бледным, ее руки крепче сжались вокруг Джеральда, ее эмоции были очевидны. «Почему ты так поступаешь со мной?» Ее голос дрогнул, когда она прижалась к Джеральду. «Мир. Я хотела, чтобы Бен узнал о своем брате, но что касается меня, я просто хочу забыть. Почему ты заставляешь меня вспоминать? Потому что я думаю, что он все еще жив», ответила Дженнифер дрожащим голосом. Это открытие потрясло дом и его обитателей. Сара замерла, не веря своим ушам. Бен и остальные члены семьи ошеломленно уставились на Дженнифер. «Что значит он жив?» Наконец Сара прошептала. Ее голос был едва слышен. Дженнифер глубоко вздохнула, привлекая всеобщее внимание, прежде чем начать объяснять. Утро. Она рассказала, как несколько месяцев назад добрый незнакомец поддержал ее, когда у нее закружилась голова в магазине. Частному детективу, которого она наняла, удалось просмотреть записи камер видеонаблюдения в магазине и найти фотографии этого доброго самаритянина. Она показала эти фотографии семье, и все они согласились, что он чем-то похож на Бена. Она также упомянула о некоторых тревожных слухах, которые до нее дошли о больнице, где Сара родила Лукаса, что побудило ее начать это расследование. Следователь раскрыл скандал в больнице, который произошел примерно через 9 месяцев после этого. Лукас, предположительно, пропал. Главный врач и несколько медсестер были арестованы за торговлю младенцами, у которых были такие привлекательные черты, как светлые волосы и голубые глаза. Лукас подходил под описание ребенка, за которого можно было бы получить высокую цену на черном рынке. Врач признался в торговле только 3 младенцами, вероятно, надеясь смягчить свой приговор. Затем Дженнифер положила на стол конверт. Внутри были адрес и номер телефона незнакомца из магазина. Она еще не связалась с ним, потому что чувствовала, что это решение должна принять Сара. Ошеломленная пожилая женщина смогла только кивнуть. В течение многих лет она смирилась с мыслью, что Лукас умер, но теперь забрезжил луч надежды на то, что он, возможно, все еще жив. После нерешительного согласия Сары Дженнифер позвонила, чтобы установить контакт. 3 недели спустя, когда семья собралась в доме Сары на ужин, в дверь позвонили. Там стоял добрый самаритянин. На лице его читалась нервозная неуверенность. Сердце Сары замерло, когда она посмотрела на него. Она инстинктивно поняла, что этот мужчина – ее сын. Дженнифер тепло пригласила его войти и попросила рассказать свою историю. Он представился Дэвидом и объяснил, что был усыновлен парой, которая погибла в автокатастрофе 5 лет назад. У него были документы, подтверждающие его усыновление. Дженнифер рассказала ему историю Лукаса и показала старые фотографии. Дэвид также познакомился с Джеральдом и был поражен тем, как сильно он похож на его собственную младшую дочь Лору. Сара. Семейное сходство было поразительным, что побудило Бена предложить провести тест ДНК, чтобы подтвердить их родство. Дэвид, который, как и все остальные, был потрясен и заинтригован происходящим, охотно согласился на тест. День, которого они все так долго ждали, наконец настал, наполнив комнату напряженной смесью надежды и нервозности. Сара, обычно такая сдержанная, несколько раз меняла свой наряд, выдавая ее внутреннее смятение. Чтобы успокоить ее, Дженнифер осторожно передала Джеральда Саре на руки, надеясь, что присутствие ребенка немного успокоит ее. Вскоре в комнату вошел Дэвид со своей семьей, сочувствующей женщиной,
2 взволнованными мальчиками и маленькой девочкой, крепко державшейся за руку отца. Когда они вошли, в комнате воцарилась полная тишина, значимость момента сильно повлияла на всех. Представитель компании, занимающийся анализом ДНК, последовал за ними. В комнате было так тихо, что можно было услышать, как упала булавка, когда он открывал конверт, чтобы показать результаты. Анализ ДНК подтвердил то, на что они все надеялись. Дэвид действительно был сыном Сары. Сара подошла к Дэвиду, ее руки дрожали, когда она протянула их, чтобы коснуться его лица. «Лукас, сын мой», – прошептала она, и в ее голосе прозвучали воспоминания о десятилетиях потерянного времени. Дэвид ответил, и по его щекам потекли слезы. «Мама, я никогда не знал». Затем вся семья собралась вместе и крепко обняла друг друга, испытывая бурю эмоций от радости, слез и глубокого облегчения. Наконец-то их семья снова была в полном составе. Когда они обнялись, Сара повернула голову к Бену и Дженнифер. «Когда вы впервые передали маленького Джеральда мне на руки, я увидела в нем своего Лукаса. Поэтому я сказала ему, что надеюсь, что у него будет более светлое будущее, чем у ребенка, с которым я была вынуждена попрощаться слишком рано». В комнате не было ни одного сухого глаза, пока семья пыталась осознать эту правду. Сара не знала, что Лукас жив, и все же ее простое замечание вернуло его в их жизнь как Дэвида. В последующие недели семья приспособилась к новой реальности. Воодушевленная воссоединением с сыном, Сара согласилась пройти курс лечения, от которого раньше отказывалась. Это было трудное путешествие, особенно учитывая ее возраст. Но она была полна решимости максимально использовать то время, которое она провела с сыном. Благодаря ДНК-тесту и неизменной поддержке своей семьи Сара и Дэвид смогли начать новую главу своей совместной жизни. Семья сблизилась, наслаждаясь каждым моментом с вновь обретенной благодарностью. Какое трогательное воссоединение! Случалось ли вам сталкиваться с семейной тайной, которая приносила неожиданную радость? Поделитесь своими историями в комментариях.